Друзья, всем привет! Сегодня очень важный матч для Хвича Кварацхелии. Я надеюсь, что он окажется на поле. Ответная игра с Брестом. Первый матч 3-0. Как будто бы все понятно. И большая загадка, какой состав ПСЖ мы увидим. Но я специально сегодня пригласил Тимура снова. Сегодня не будем говорить про Эмираты. Хотелось бы немного поговорить про тактику. Про Саудовскую Аравию. Да, про Саудовскую Аравию не будем. У всех было очень много вопросов, почему вообще Луис Энрике мог поставить ложной девяткой Кварацхелию, когда вот есть такой большой выбор игроков. Но на твой взгляд, вот тактически, что он хотел? Он хотел проверить его вариативность. Кто-то писал, что чтобы Хвича как-то вот, потому что он первый гол в Монако забил как раз-таки из центральной зоны, чтобы он как-то там себя попробовал. Но вот с точки зрения тренера, зачем это вообще может быть нужно? Ты, конечно, самого лучшего эксперта позвал сегодня на этот эфир, потому что я не смотрел ни матч с Монако, ни матч с Брестом. Но давай попробуем порассуждать. Да? Во-первых, конечно, он мог посмотреть в действии, да, Хвичу на этой позиции. Плюс мы все знаем, что Хвича – это игрок, который больше проявляет себя на пространстве. Да? Засунуть его в середину, где будет больше борьбы и меньше пространства, это в том числе может быть своего рода обучающая задача, да, перед Хвичи от Луиса Энрике. То есть адаптируйся, да, пробуй себя, здесь тебе легко не будет, да, и, собственно, вот и попробовал. А вот с точки зрения, как ты считаешь, стоит ли нам ожидать, вот в одном матче вместе сыграли Дуэ, Баркаля, Хвича и Дембеле, но стоит ли вообще это часто ожидать? Или скорее вот появление всех этих футболистов в атаке на поле одновременно? Вряд ли такое. Сложно сказать, видишь, разнообразие игроков у ПСЖ достаточно, чтобы пробовать разные схемы, да. Пробовать ложную девятку, но это тоже своего рода дополнительная опция, которая, возможно, теперь тоже будет в арсенале ПСЖ. Что касается непосредственно Хвичи, да, конечно, ему комфортнее на фланге играть. Вот. Но я думаю, что к этому варианту Луис Энрике все равно может возвращаться, потому что когда на поле все эти 4 игрока, да, кого ты назвал, они все очень быстрые, они все очень техничные. И, скажем так, быстрые взаимодействия, которые техничные игроки могут придумать просто исходя из того, что они просто все на поле, да, то есть налаживание взаимодействия, налаживание коммуникации, это все тоже может пойти в плюс. То есть, может быть, это не работает сейчас, но, возможно, будет работать в будущем. И что бы ты сказал, вообще стоит ожидать от Бреста? Первый матч 0-3, как будто бы шансов мало. И закрываться опять, ждать очередные 0-3? Да, слушай, как бы надо понимать, что уровень Бреста, естественно, это не уровень ПСЖ. Включаться в открытый футбол им нет смысла, потому что они сгорят гораздо больше, чем 0-3. Вот. Мы с тобой обсуждали тогда эту игру, ты спрашивал меня, почему. А по-другому сложно сказать, да. В чемпионате это лучше работало, насколько я помню. Вот. В Лиге чемпионов меньше сработало. Но для маленьких команд, таких как Брест, выходить в Еврокубки и играть 2 матча в неделю всегда очень сложно. Да. С точки зрения футбола, я не верю, что они могут против ПСЖ сыграть иначе. То есть, скорее всего, будет плюс-минус такой же сценарий, а дальше все будет зависеть от концентрации игроков, от настроя игроков ПСЖ, да, потому что в таких матчах, заведомо уже там на 95%, да, победа будет за ПСЖ. Надежда Брест только в том, что соперник недооценит тебя, да, где-то он будет не лучшим образом готов там физически, например, психологически, что за собой повлечет какие-то ошибки, возможно, да, и опять-таки, естественно, с учетом того, что уровень игроков ПСЖ, очень высокий, все будет зависеть только от того, как этими ошибками Брест воспользуется. Вот. Но опять-таки уровень Бреста, как я уже сказал, да, это не ровня ПСЖ, то есть вполне возможно, что они забьют все моменты, которые у них будут Кстати, не за счет забили ошибок в первом ПСЖ. матче, и это была проблема. Безусловно, да, видишь, был бы там один гол, было бы лучше. Да. Но здесь действительно все зависит от реализации, от концентрации и в большей степени, да, от банального везения и удачи. По-другому здесь никак. Я бы еще, наверное, добавил, что даже вот по матчу с Тулузой, если вы смотрели, там было видно, что у ПСЖ не идеальная оборона, там и штанги были, и моменты у соперника были. Но я хотел бы еще такой общий вопрос тебе задать. Может быть, даже с учетом того, что ты много матчей ПСЖ не смотрел в последнее время, вот
Луис Энрике постоянно говорит, что дайте Хвичу время, все будет хорошо, мы никуда не торопимся, но кто-то уже пишет, что все там, этот переход провал. А кто-то говорит, что действительно нужно время, чтобы привыкнуть. Вот ты как считаешь, как для футболиста, который по ходу сезона переходит в команду, выступающую в Лиге Чемпионов, то есть, в принципе, у него есть еще время для этой адаптации или, в общем-то, надо сразу здесь включаться? Ну, давай так, чтобы нашим, может быть, слушателям было более понятно, представьте, что вы переехали в другой город и вообще в другую страну, да. Первое время, когда вы переезжаете, вы там, окей, сняли квартиру, ходите по району, что-то узнаете, да. В этом плане в футболе, по большому счету, все точно так же работает. То есть первый месяц еще сейчас Хвича находится в Париже, естественно, для него все в новинку, все надо посмотреть. Да даже банально бытовые вопросы, да, мы немножко забываем, что футболисты это тоже люди. И я уверен, в связи с переездом есть очень много простых бытовых проблем, да, которые так или иначе сказываются на его профессиональной деятельности. Ребенок, Абсолютно, все это, безусловно, непросто, и надо время на то, чтобы притереться, да. Здесь просто Луис Энрике, мне кажется, поступает правильно, пытаясь немножечко снизить градус ответственности с игрока, потому что так или иначе, да, переход за 60 миллионов евро, да, это большая ответственность для футболиста, да, естественно, все вокруг ждут, что сейчас он придет и будет делать результат здесь и сейчас. Никто не ждет, что он будет адаптироваться, что так или иначе, да, ему нужно какое-то время. Но Хвич Кварацхелия, безусловно, талантливый футболист, но он такой же человек, как и мы с вами. Вот, я хотел добавить, что еще 2 матча в неделю. То есть, представь, все эти бытовые проблемы, и тебе надо еще там по разным странам Европы или разным городам страны постоянно перемещаться. Конечно, это тоже сказывается. Будь у него там подготовка в стандартном недельном цикле, ему было бы комфортнее, потому что, ну, недельный цикл построен чуть более комфортно, грубо говоря, там, Да. как работа в пятидневку. Ты четко понимаешь, вот здесь ты пошел отработал, здесь пошел потренировался, как бы, и ты плюс-минус понимаешь свой график и в свободное время выстраиваешь все это, да. Когда у тебя 2 матча в неделю, постоянные разъезды, это все тоже осложняет процесс адаптации. И даже банально надо притереться к новым принципам тренерским, да. Вот его засунули в ложную девятку, ё-моё, как это вообще играть, что делать вообще надо, да. Понятно, что Луис Энрике все это, уверен, индивидуально прорабатывает, но это не по щелчку пальцев происходит, поэтому на это, конечно, тоже нужно время. Ну и давай немного заглянем вперед. Я честно не верю, что Брест может пройти ПСЖ. Если ПСЖ побеждает, следующий соперник Ливерпуль или Барселона, насколько вообще эта команда, этот состав ПСЖ способен проходить Ливерпуль или Барселону? Сложно сказать. Я, честно, не особо верю в ПСЖ, потому что проблема парижан в том, что уровень, который у них, с которым они сталкиваются в чемпионате Франции, совсем другой в сравнении с тем, с чем они сталкиваются в Еврокубках. И условно И футбол весь разный, сезон, да, весь сезон они готовятся условно к 2 матчам, может быть, там 4 матчам в плей-офф Лиги Чемпионов, где нужно вытащить из себя все, да, а учитывая, что они не совсем приучены к этому там в течение всего сезона, да, естественно, это сложно. Это сложно, и они не сталкиваются с таким уровнем сопротивления. И на таком уровне они начинают чуть больше себя ощущать, там, как тот же Брест против ПСЖ. Понятно, что я сейчас это утрирую, конечно, да, но они оказываются в незнакомой, скажем так, обстановке, в незнакомых условиях, и не сломаться под этим прессом, это тоже большая задача. И, опять-таки, я не говорю не сломаться на протяжении всего матча, да, но здесь цена ошибки очень высока, и если ты проиграл 10 минут, возможно, ты проиграл весь матч. Вот, и поэтому, опять-таки, здесь будет очень многое зависеть от того, как воспользуется команда своими возможностями, да, созданными, как много ошибок они сами допустят, да. Здесь это очень тонкий момент, который трудно прогнозировать, да, потому что сложиться может как в одну, так и в другую сторону, и так или иначе элементы везения здесь тоже большую роль играют. Кстати, продолжая твои аналогии, мне кажется, это можно сравнить, наверное, с тренажерным залом, что у тебя сначала 2 гантели по 5 килограмм, а потом тебе говорят, штангу подними на 50. Конечно, конечно, ты можешь как бы добивать этот объем количеством, да, но центральная нервная система наша может не справиться, если ты резко вкидываешь на себя большой вес, Ну, да. да, поэтому это все довольно-таки сложно. Оно так получается, да. Ну, я добавлю, что игра сегодня начнется под Тбилиси в полночь ровно. Надеюсь, что вы будете смотреть. Пишите ваши комментарии, согласны ли вообще с тем, что мы здесь сказали. Ну, а я пока напомню, что в футболке ПСЖ у Хвичи нет еще ни одного полного матча в составе.
в рамках Лиги Чемпионов, пока вот он только выходил на замену в том же матче с Брестом. Но, знаете, вот эти последние две игры, там, что с Брестом, что с Тулузой, он уходил в концовке, уже вот тут катали какую-то вату, и особо там нечего было смотреть. Надеюсь, что сегодня будет интереснее, надеюсь, что Брест хоть что-то попробует показать. А вы, конечно же, поставите лайк этому видео, подпишитесь на канал, ну и до новых встреч.